Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Неожиданности и сюрпризы до конца октября. Поворот судьбы. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. И у нас сегодня пасьянс, который я так и называю неожиданности и сюрпризы. И после в этой же концепции неожиданностей и сюрпризов мы добавим значение карт Таро. У нас сегодня Таро колесо года. Есть определенная цикличность или есть то, чему мы уже уделяли прежде внимание. Для нас это имеет определенное значение. Но и если какие-то внешние события, и, возможно, вот этот поворот судьбы будет более связан как раз с теми вопросами, которые внутри вас самих происходят. Это вы с чем-то определяетесь окончательно. Больше решимости для того, чтобы что-то осуществить, разобраться по тому или иному вопросу, заключить какие-то документы. И в последующем, в ноябре, у нас еще будут или могут быть, по крайней мере, планетарно те события или обстоятельства, то, что происходит вокруг нас. Возможно, добавят больше понимания, мы себя поблагодарим за то, что правильно в каком-то вопросе сориентировались, что-то не упустили. И это может касаться чего угодно. Или отношения, или способы, откуда к вам приходят деньги, как заработок, да, или вопросы, связанные с работой, у каждого по-своему. Ну, давайте перейдем, будем узнавать у маленьких карт, которые нам показывают рандомное значение, какие неожиданности или события могут до конца октября, с чем мы можем столкнуться. Какую ситуацию нам покажут карты. Будем, конечно, реалистами, безусловно. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но допустить вот эту самую альтернативу всегда благо, потому что мы готовы к тому, что обстоятельства в любой момент как-то могут пойти своим чередом. И пока я с вами говорю, я смотрю, что у вас сходится. И вы тоже смотрите. Если я что-то пропустила, пишите. И пока я не вижу в верхнем ряду, идем дальше. С чем могут быть связаны неожиданности и сюрпризы для близнецов? И вот посмотрите же, планирование. Рука буквально составляет план минимум, план максимум. Упорядочить свою жизнь, организовать, вот, наверное, основной посыл. И да, у кого-то это будет сопряжено. Знаете, как все сферы жизни вам нужно сложить в какой-то красивый узор. Или чтобы какой-то пазл у вас сложился. И вы будете буквально на бумаге что-то продумывать. Ну, не просто на бумаге продумывать, а какие-либо документы вы можете подписывать в высоких инстанциях или ожидать прихода важной бумаги, и вы ее получаете. Может быть, это известие, но у нас конверты бывают в нашем пасьянсе разные, а это официальный именно документ, он с такой сургучной печатью идет. Поэтому что-то привести к очень важному знаменателю вы сумеете до конца октября. Конечно, это будет зависеть от того, на что вы решитесь. Но есть еще и то, как будто вы можете или буквально обучаться чему-то, изучать, или какой-то конкретный вопрос вы будете узнавать, как в отношении меня работает закон. Книга– это всегда новые знания, новое понимание, новые возможности. Или рассмотреть эти самые альтернативные варианты, чтобы в конечном итоге какое-то подтверждение получить. Может быть, это и отчеты, мои дорогие, вы будете, ну, как подавать в какие-то, к примеру, налоговые инстанции или в организации. Может быть, работа ваша непосредственно связана с отчетами. И это мы ведь приближаемся к концу года, поэтому тоже где-то символично. Смотрю, что у вас еще совпало.
Значение веера. Это хорошее настроение, мои дорогие, это точно, смотрите. Веер. И это может быть как флирт. У кого-то это могут быть новые контакты, связи, может быть новый человек в вашей жизни, новое знакомство. Такое тоже может проиграться. Или в целом, мои дорогие, хорошее настроение. Ну, пожалуй, хорошее настроение дважды, потому что если мы еще сложим с вами нижний и верхний ряд вот средней вот этой колонки, совпадает рыба. А рыба, как известно, это деньги. И как раз рядом вот это планирование. Вопросы денег, но это со знаком плюс. Это могут прийти и сами по себе деньги. По знаку рыбы, то есть по значению, точнее, рыбы, это могут для кого-то из вас быть и крупные суммы денег, но это, скорее всего, то, что вы уже заработали. Возможно, вы ожидали, но по каким-то причинам это не стыковалось. Может быть, это как ваш какой-то гонорар. Или для кого-то из вас, мы все же разные, это купля-продажа недвижимости может тоже состояться. Или, в принципе, бизнес ваш идет в гору. Может быть, как и пассивный какой-то доход. Вот, но так или иначе, это все равно приложены ваши усилия. И это не легкие деньги. Я попутно скажу, что легкие деньги вообще опасны на последующие 20 лет. И ни один мой расклад ни о каких легких деньгах, должна честно сказать, он как раз не свидетельствует. Но в целом благополучие, так это точно, по рыбам мы получаем возможность что-то осуществить. И очень символично, что веер нам показывает хорошее настроение. И есть еще и такое значение, как якорь, мои дорогие. Поэтому, если вы определяетесь с чем-то, что-то изучаете, подписываете, деньги получаете, уже что-то планируете на сегодня, на последующий период. И это все то, что мы можем осязать. Это уже где-то более материально, более конкретно, более понятно, просчитано. Это уверенность такая в квадрате у вас, мои дорогие близнецы, на конец октября уже появляется. И даже, видимо, если был период тысячи неопределенностей, больше ясности. Давайте мы дополним картами Таро. Неожиданности и сюрпризы. Пусть нам карты раскроют. С чем это может быть связано? Может быть, какие-то дополнительные подсказки. Итак, 3 карты на неожиданности. Ну, что тут скажешь? 9 пентаклей, правда, деньги. Деньги есть, деньги будут. Сбор урожая. Вот я сказала, все то, что вы уже как работа какую-то проделали, да, вот как значение рыбы. И это карта самодостаточности, карта результата, карта сбора урожая, карта для кого-то, может быть, и так, это важно. Но это когда вы остаетесь довольны. Это изобилие, процветание идет по этой карте. Когда вы, в принципе, знаете, больше уверенности чувствуете, но где-то именно посредством того, что у вас более стабилизируется какая-то либо обстановка, либо финансовая ситуация. И даже если прежде было что-то непонятное, но значит здесь как-то идет на обгон. Принцесса Пентаклей. Это та, которая прилежная ученица, и мы уже с вами об этом сказали. Вот удивительно, карты Таро дополняют карты пасьянса. Но опять же, денежная тема отнюдь не на последнем месте. Может быть, это вы планируете что-то и уже сейчас некоторые итоги подводите, и поэтому для вас все как будто можно просчитать, можно чего-то ожидать, можно на что-то как и опереться и детализировать по шагам на последующий период. Ну, это в целом все уверенность, неожиданность. Тут если неожиданности, то приятные неожиданности по деньгам, но больше вижу, что это ваш результат. Будьте внимательны к собственному здоровью, вот единственный момент. Карта так и называется, больного ребенка. Но 8 мечей – это карта еще внутренних страхов, сомнений. Это той установки, когда нам кажется, вот как мы температурим, допустим, да, высокие температуры часто проходят со сложным нашим тяжелым состоянием, когда мы буквально лежим и не можем, ну, где-то правильно оценивать реальность, не можем, может быть, осуществлять какую-то работу. И для кого-то карта будет говорить о том, что ты должен принять какую-то реальность. Все же об этом. Ты не должен
продолжать какую-то больную ситуацию. Все же нам тут не о болезни больше восьмерка мечей, хотя отчасти про здоровье не забывайте. Может быть, какие-то профилактика, как вакцинация. Октябрь у нас достаточно такой период эпидемиологически сложный, потому что все вирусы поднимают голову, и мы становимся более восприимчивы. Ну, где-то более восприимчивы и тогда, когда мы устали. Иммунитет падает, ну и, соответственно, мы менее уязвимы для инфекций любых. Так вот, по восьмерке мечей не должно быть и какого-то внутреннего страха. Может быть, пришло время разобраться со своими сомнениями и увидеть, что есть реальность. Или, может быть, вот эти какие-то важные согласования. Или то, что у вас получается по финансам осуществить, для вас вселяют больше уверенности и силы, и вы более четче видите для себя собственные перспективы. Вот какую-то больную ситуацию, может быть, или завершить, или окончательно прояснить, куда же я иду. Ну, вам как будто и Юпитер помогает, это точно, на конец октября. Ну и сами-то вы себе тоже помогаете. Уже помогли, что-то вами было сделано, предпринято правильно в предыдущий период. Каковы же сюрпризы? Нечего добавить, карта силы. Но это еще и карта дипломатии. Это ваша особенная сила, если меня смотрят девочки. И пусть в этой колоде у нас мужчина, но часто это карта силы, как вот есть карта мага и сила. Так вот, сила больше женская считается карта. Поэтому вот если мы про вас, тогда это ваша привлекательность, мои дорогие. Если меня смотрят мужчины, мы говорим все же об этой колоде «Колесо года», то это ваша сильная позиция. Вы сейчас для себя самого, мои дорогие близнецы, для себя самой, ну, что-то архиважное должны совершить, и это как сюрприз. Вам дает как и возможность, так и буквально шанс, ваша фортуна. Может быть, этот Юпитер вам помогает. Еще другие планетарные события, которые для вас складывают какую-то ситуацию в прекрасный узор, чтобы подвести, ну, блестящий итог и остаться довольным. Сильная позиция, чтобы с чем-то и разобраться. Может быть, сильная позиция получить вот это выздоровление для тех, кто длительное время, ну, где-то получает продолжительное лечение. Значит, пойдете на поправку. Я так могу предположить вполне, как сюрприз. Каковы же еще сюрпризы? А вот правда, вы себя можете не раз поблагодарить за то, что правильно как-то оценили обстановку и что-то сумели сохранить. Потому что в сюрпризах вы придете к выводу, ведь это в сюрпризах, это со знаком плюс, и выпадает карта башня. Так вот, вы, может быть, прежде хотели что-то сделать по-другому. Вы принимали какое-то решение, которое было направлено, к примеру, на разрушение работы, на разрушение отношений, на какую-то ситуацию, когда сопряжена она была с вашим каким-то резким отказом. Пусть в каком-то контексте вашей жизни, но вы этого не сделали. Вы скорее что-то сохранили или, наоборот, вовремя как-то перестроились на какой-то новый лад. Может быть, вы правильно оценили обстоятельства вашей жизни и какую-то ситуацию переиграли. И теперь вы словно со стороны будете наблюдать за тем, что происходит вокруг вас, и для вас будет сюрпризом то, как я что-то сделал прежде. Я себе как проложил прежде какую-то правильную стратегию, тактику. Возможно, это и отношения. Или это, возможно, касается денежного какого-то эквивалента. Вы правильно оценили какую-то обстановку, может быть, благодаря вашей интуиции или буквально математическому просчету. И вот теперь происходят такие какие-то изменения вокруг вас, и вы себе говорите, что вовремя как-то сориентировались правильно за прежний период. Давайте мы еще сюрпризы. Ну и собой не рискуем, это вот такие энергии, они продолжаются. У кого-то не были разрушены отношения, к примеру. Десятка пентаклей, да, нам продолжают тему денег. Может быть, правильно перестроили свой бизнес. Или откуда вы получаете доход. Какие-то новые методы взаиморасчетов. Или правильно составили какой-то отчет.
денежная тема, она для вас будет до конца октября более чем важна. Но это карта благополучия, карта семьи, карта взаимопонимания, карта, когда у нас вообще все хорошо. Мы с вами на все лады об этом, собственно, весь наш прогноз и говорим. Но это еще когда у нас есть люди, на которых мы можем опереться. Есть наш, ну, как минимум один единомышленник, с кем нам, знаете, и хорошо, и надежно, и уютно, и по-доброму. И поэтому это в конечном-то итоге удивительный расклад у вас укрепляет все ваши последующие позиции и то, что вы хотите или будете осуществлять, ну, именно уже в последующий период. И даже хоть камни с неба, а у вас сильная позиция и какой-то надежный фарватер в вашей жизни. Нечего добавить. Девятка пентаклей, десятка. Тут как набираете темп. Ну и планетарно для вас, ведь правда, период тоже такой значимый и может быть со знаком плюс. Итоги октября. Давайте достанем тоже 3 карты и посмотрим. Вот карта силы, девятка пентаклей. Каков же итог для близнецов? А тут правда, преувеличить или добавить вот в эту силу, буквально физическую вашу силу или ваши возможности, к вашей дипломатии, к вашему удачному осуществлению какого-то либо бизнес-плана, либо, может быть, и документов каких-то, подписаний, согласований и так далее. Еще и добавить радости, потому что король чаш – это как может быть и семейное счастье, взаимопонимание между двумя близкими людьми или построение новых отношений, мои дорогие близнецы, для тех, кто был один или одна. Это новый уровень взаимоотношений. Но король чаш у нас очень такая персона по карте, которая умело согласовывает 2 направления очень важных в нашей жизни. Это чувство, эмоции и деньги, материальный почет. И вот такой итог блестящий вы можете получить. Тут не просто, как, знаете, сами по себе деньги. Ну что это? А нет, тут какая-то есть душевная составляющая. Хорошо, вот этот дублет принцессы Пентаклей и карта башни. Итог. Королева жезлов. Это сильная позиция. Это та, которая умеет признать собственные ошибки и их уже не повторяет. Научил прежний опыт королеву жезлов не рваться с места в карьер, не поддаваться каким-то иллюзиям или уговорам со стороны, мнению чужих людей или даже близких людей, правильно принимать решения. Королеву жезлов очень удачно в работе с информацией, это по вашей части, Меркурий, мои дорогие, и одновременно деньги. И мы об этом тоже с вами говорили. Опять же, сильная позиция. Для кого-то может быть союз совершенно 2 разных людей, которые даже говорят на разных языках, ну кто знает, но союз такой вполне очень даже может стать счастливым. Радость, правда, сильная позиция, нам уже об этом не рассказали. И если мы говорим, каков итог, вот 8 мечей, да, больная какая-то болезненная ситуация, может быть, были сомнения, страхи, мы на что-то не могли решиться, но в конечном итоге правильно вы знаменатели подводите под своими приоритетами, и что важно для вас. И по 8 пентаклей, пусть у нас 10 пентаклей, это что-то будет продолжаться. Как способы вашего дохода, может быть, когда вы некоторую работу над ошибками произвели, или откуда к вам приходят деньги, может быть, это бизнес, может быть, это ваше продвижение по вашей профессии, по вашей экспертности. Ну, и карта ведь нам говорит, работай, у тебя все получится. И даже если это отношения, то и вот даже 2 разных людей, может быть, в разной энергетике, это то, что мы можем чувствовать. Мы не увязываем это со знаками зодиака. Но даже самый невероятный союз имеет право на счастье. Потому что семейная жизнь или жизнь в паре, как ни крути, это работа. Это тоже работа. И если мы хотим развивать отношения, продолжать, то, безусловно, какой-то наш результат к продолжению, который может быть не только основанный на краткосрочных эмоциях, а когда и на взаимоподдержке, на построении, может быть, более такого слаженного благополучия, и где-то тут будет это увязано с финансами. У кого-то
открыть семейный бизнес или приумножить, если таковой имеется. Вы как будто можете дополнять друг друга. Да, работать, продолжать что-то вы в том же духе будете, но для вас это время новых возможностей. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.